Фразеологизмы. Привет, познавашка! Ты наверняка слышал странные, на первый взгляд, а иногда и непонятные выражения. Например, «золотые руки», «как две капли воды», «два сапога пара» и многие другие. Это фразеологизмы. Такие сочетания слов, которые по значению можно заменить одним словом. Мы их используем, потому что они оживляют нашу речь, делают ее более эмоциональной, выразительной, яркой. Основная масса фразеологических оборотов или фразеологизмов выражает положительную или чаще отрицательную характеристику человека или предмета. Фразеологизмы характеризуют все стороны жизни человека, его отношение к труду. Фразеологизмы существовали в разных языках с давних пор, однако точного и единого определения они не имели, и только с конца XVIII века стало появляться большое количество синонимов для их обозначения. Например, такие конструкции назывались крылатое выражение, идиома, афоризм. Поскольку вода играет большую роль в жизни человека, то и неудивительно, что так много существует фразеологизмов, связанных с ней. Например, «биться как рыба об лед» – это значит настойчивые, но напрасные усилия, безрезультатная деятельность. «Буря в стакане воды» – большие волнения по ничтожному поводу. «Водой не разольешь» – так говорят о крепкой дружбе. «Воду в решете носить», то есть попусту тратить время, заниматься бесполезным делом. «Воды в рот набрал» – молчит, не желает отвечать. «Выйти сухим из воды» – без плохих последствий остаться безнаказанным. «Выводить на чистую воду» – разоблачать, уличить во лжи. «Как две капли воды», то есть похожи, неотличимы. «Как в воду глядел», то есть предвидел, точно предсказал события, как будто знал заранее. «Как рыба в воде». Очень хорошо ориентироваться, хорошо в чем-либо разбираться, чувствовать себя уверенно. Но есть и обычные, не связанные с водой фразеологизмы. Например, «яйца курицу не учат». Намек на то, что молодым не следует наставлять и давать советы более опытным людям, старшим по возрасту. «Искать вчерашний день», то есть заниматься заведомо бесполезной деятельностью, пытаясь вернуть, найти то, чего уже нет. «И след простыл». Это когда кто-либо исчез, сбежал бесследно и давно скрылся. «Кровь с молоком», говорят о румяном, здоровом человеке. «Поперед батьки в пекло лезть», о ненужной поспешности в каком-либо опасном или сложном, требующем опыта деле, которое лучше не делать самому. «Рукой подать» значит очень близко. «Волосы дыбом» говорят, когда человек чего-то испугался. «Пускать пыль в глаза», хвастаться достоинствами, обманывать. «Дело в шляпе», то есть все в порядке, все удачно закончилось. «Как корова языком слезала» обозначает внезапно исчезнуть. «Вешать лапшу на уши» значит обманывать. «Первый блин комом», то есть неудачно. «Вогнать в краску» заставить покраснеть, засмущать. «Войти в историю», то есть сохраниться в человеческой памяти как знаменательное событие. «Как белка в колесе» это значит быть занятым многими делами. «Поставить крест», то есть отказаться от каких-то своих планов. «Трещать по швам» означает, что все идет не так, как планировалось, все разваливается, рушится и ничего уже не будет прежним. «Белая ворона» так говорят о человеке, выделяющемся из толпы. «Как гром среди ясного неба» неожиданно. «Сматывать удочки» значит поспешно уходить. «Закинуть удочку» осторожно намекать на что-либо, предварительно разузнать. «Мороз по коже пробирает» это чувство сильного страха, испуга, волнения. «Переливать из пустого в порожнее», то есть заниматься чем-либо бесполезным, бесцельно тратить время. «Читать между строк»
значит догадываться о скрытом смысле написанного. Среди фразеологизмов также встречаются синонимы и антонимы. Вот, например, фразеологизмы-синонимы. Золотые руки, мастер на все руки. Так говорят о человеке, который отлично выполняет возложенное на него задание. Бить баклуши, сидеть сложа руки. Это значит ничего не делать. Куры не клюют, хоть лопатой греби. Пруд пруди. Все эти фразы можно заменить одним словом – много. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Глаз не оторвать. Так говорят о чем-то или о ком-то красивом. На краю света. За 3-9 земель. За морями, за горами. Это значит далеко. 2 сапога пара. 1 поля ягода. Это значит одинаковый. Тертый калач, стреляный воробей, собаку съел на этом деле. Так говорят об опытном человеке. Со всех ног, только пятки сверкали, сломя голову. Это значит быстро. Сам не свой, на себя не похож. Значит, сильно расстроен. Плыть по течению, предаваться судьбе. Это значит полностью подчиняться жизненным обстоятельствам. Под носом, рукой подать, то есть близко. Дырка от бублика, шиш с маслом буквально означает ничего. А это фразеологизмы-антонимы. Куры не клюют, значит много. Как кот наплакал, значит мало. Рукой подать, значит близко. На краю света – далеко. Засучив рукава, работать с усердием и старанием, сложа руки – бездельничать. Тяжел на подъем, о том, кто медленно, с трудом принимается за какую-либо работу. Легок на подъем, о том, кто с легкостью, с охотой может в любое время пойти или поехать куда-либо. Возносить до небес, хвалить, давать по рукам, наказывать, тянуть время, медлить, торопиться жить, спешить. Львиная доля, большая часть чего-то, смаковое зернышко, очень мало чего-то. Как на иголках, волноваться, беспокоиться, как с гуся вода, когда ничто не волнует, не трогает, ничто не действует. На 7 небе быть очень счастливым, хоть волком вой, тяжелое безвыходное положение. Без году неделя, совсем недавно, испокон веков, очень давно. Закадычный друг, верный проверенный друг, заклятый враг, враг, неприятель, противник. По горячим следам, сразу же, тянуть кота за хвост, медлить, сломя голову, быстро, ползти как улитка, медленно. Нужно помнить, что фразеологизмы всегда имеют переносное значение. Благодаря фразеологизмам выражать мысли проще, не нужно все подробно объяснять. Можно просто сказать крылатое выражение. Например, если все закончилось хорошо, выгодно, то говорим «дело в шляпе», и все поймут, что все закончилось хорошо, а не плохо. Что ж, дорогой мой познавашка, не тяни кота за хвост, ставь лайк и подписывайся на канал.